Хасанчик, скажи всем привет. Не хочешь? Да, он такой, с характером. Всем привет. Короче, для вас там, скорее всего, прошла неделя. Всего неделя. Но у меня больше месяца прошло в эксплуатации данной террасы. Вот такие дела. Здесь уже обновление. У меня супруга в тот же день заехала в магазин и прикупила вот такие вот креслица, стульчики, да, столик со стеклышком. Ну, в общем, удобное место посидеть, кому-то полежать. Не обращайте внимания, это старое кресло-качалка, привез из мастерской. Почему был перерыв месяц? Да, я занимался старой мастерской, гаражом, так называемым. В общем, надо было уже с ним закончить всю эту эпопею. Уже давным-давно, 2 года прошло, как я здесь непосредственно нахожусь, на земельном участке, на деревне, то есть, и мастерская у меня уже здесь. В общем, там надо было сделать уборку и выставить это дело на продажу. Но мы не об этом сейчас будем говорить. Да и не только говорить, а, наверное, в основном делать. А делать я буду уже ступеньки. Ступеньки, лесенки мне нужно первым делом сделать вот здесь, вторым делом уже там. Здесь будет своего рода разминка. Видите, здесь уже у меня уже лежат камушки. Все красиво, все аккуратно. Вчера этим занимался. В общем, не стал это так особо сильно снимать, но тем не менее снял плодородный слой, уложил геотекстиль и подкидал камней. И вот в этом месте непосредственно сделал немножечко такой, ну, так называемый уровень. Ну, имеется в виду уровень террасы, чтобы у меня все это дело прилетало. Зачем я все это снимал, сдергивал? Потому что вот здесь вот огромный горб был, здесь занижение и так далее. В общем, надо было это сделать. Ну и плюс ко всему, конечно же, да, это все вроде идет, хотя мы этого места вообще видеть не будем. Так вот, мне теперь нужна здесь лесенка. И какого характера она будет, я до сих пор не понимаю. Сейчас буду догадываться, сам понимать, что я из этого хочу получить. Либо это будет просто 200-я доска, вот так вот под срез и внутрь напиханные ступеньки. Либо это все же будет вырез под каждую ступеньку, чтобы можно было сметать какой-либо мусор. Но сметать я не вижу смысла. У меня есть куча воздуходувок, то есть, ну, которыми я, в принципе, смогу все это сделать. И, блин, я не хочу замороченные конструкции. Мне нужно что-то простое, легкое в изготовлении и без всяких вот этих вот штучек-дрючек. Я не вижу смысла здесь залипать на неделю, 2-3 с этими ступеньками, лесенками. Да, ну, короче, сделаю все по-простому. Как говорится, на мой век-то уж точно хватит. А если нет, то переделать все это по шаблончику. Да, вообще никаких проблем. Короче, надо приступать. Много текста. Погнали!
Короче, хотел я по бырику лесенку, значит, организовать. Если кто не заметил, день-то уже следующий. У меня вчера башка чуть не лопнула нахрен просто. Вот вообще я ошалел вот от штурма мозга. Я не знаю, что произошло. Я типа за всю свою жизнь собирал, ну, несколько лесенок, и они все вот так вот получались. Ну, типа там час, полтора, два, максимум 3 с перекурами, чаепитием, со всей фигней. В этот же раз я собрал раз, два, три, четыре, 5 палок за целый день. Целый день я потратил вот на это. Вот на вот это. Ну, что это вообще? Прям, ну, типа реально. 5 палок соединил, ничего сложного. Ну, да, некоторые расчеты нужно было произвести, подложить, чтобы все было по уровню, все красиво. Но я так и не смог рассчитать ступени. Это просто капец. Я испортил достаточно много. Ну, как испортил? В принципе, тут еще что-то осталось. Материала просто много. Вот. Была вот такая гребенка. Как вы понимаете, чтобы скрытого типа все это было спрятано, убрано. Ну, имеется в виду ступеньки. Где-то еще один вариант. Вот он был, да. Даже не допилил, бросил его просто. Прям ерундятина. Собираю, да, доска 50-200. Прочная, хорошая, классная доска. У меня из точно такой же доски собрана вон та лестница в дом. И, блин, короче, я вчера уснул, ну, вернее, перед тем, как лечь спать, начал думать, что же и как же, и куда же, и зачем же. И в итоге вот это я решил сделать. Выпил будет вот такого образа. Вот он, РС, чпок, все, то есть вот она ступенька у нас встает. Это вот я сейчас с утра нарисовал, это мне пришло только сейчас. Раз, два, три и 4 ступеньки. Я все каждый раз неправильно что-то считал, рассчитывал, непонятно. Вот этот лежень, он так и останется на камнях лежать, пусть там отдыхает. Все, здесь у меня будет, ну, вот такая вот история. Я все думал, гадал. В итоге, ну, как будто бы выкручиваюсь, получается, сейчас вам с этими рассказами и объяснениями, но в целом мне вот так нравится. У меня точно так же сделано, повторяю, вот та лестница. Она уже больше года стоит, и все с ней хорошо. И вот этот вариант, он в принципе-то очень даже неплохой. Доски под маслом будут прекрасно себя чувствовать. Вот эти промежутки, которые будут между ступенями, они также нужны. То есть ступень закрытого типа с подступенком вот этой всей истории как будто бы мне здесь даже не подходит. Почему? Потому что будет снег валить. Довольно пологая лестница получается. И вот это все завалит. Ну, допустим, ночью лег спать и утром встал, у тебя здесь сугробы огроменные. И хоть метелкой, хоть воздуходувкой, то есть из закрытого типа ступенек не получится нормально все удалить. А вот это будет вообще идеальный вариант. Ну и плюс все это проливное будет, соответственно, то есть вода не будет задерживаться. Все этот варик я оставляю. И вот такие выпилы, казалось бы, было правильно сделать в крайних стойках справа и слева, но я буду крепить на брусок. То есть под брусочек все это будет. Мне нужна вот эта часть с двух сторон. Мне надо, чтобы она все же осталась. Почему? Потому что вот здесь я буду ставить бортик прикрывной, то есть торцы, чтобы у меня не шелушились при подъеме. Ну, вы понимаете, рейка будет стоять. И эту же рейку мне нужно будет продлить вот здесь. Но это уже в декоративных целях, потому что здесь у меня еще будет обрешеточка идти. Все это будет закрыто, потому что здесь будет все так же резиновая краска, все в черноте. Здесь тоже черное все пойдет. А вот это все будет террасным маслом покрыто. Так что такой вариант, и не иначе. Ну прям капец. Я вообще, ну просто... У меня слов нет, реально. Я вчера взорвался прям. Что происходит? Почему я ничего не соображаю? Почему ничего не делаю? Утро вечером мудренее. Встал и все сделал. Сейчас начну пилить, делать. Кстати, японской пилой придется поработать. Прикольно, я даже рад. Давно уже не брал ее в руки. Надо бы попрактиковаться. Погнали.
Ну что, у меня полдня потеряно. Практически все как было, так и осталось, кроме выпиленных подступенков и сами ступени непосредственно из доски 50 на 200. Но мне нужно было срочно ехать в город. Я приехал. Слышите, да? Уже цикады стрекочут. В общем, приехал, время вечер, тут уже дождик подлить успел. И да, в целом он сегодня и должен был быть, но ожидался вечером, поздно вечером. И я, в принципе, думал, что я уже успею тут что-то сделать, подсобрать. В итоге я сейчас все это дело собираю и тащу в дом. В доме сухо, в доме тепло, в доме хорошо. И придется мне все это доделывать уже там. А мне, хотя, в принципе, что осталось-то немного, пошлифовать доски, потому что все это дело будет под маслом, естественно. А доски, ну, такие себе, грубо говоря. То есть, сами понимаете, они просто с пилорамы приехали. Вот, где-то что-то фрезернуть, где-то что-то, и там же я их и покрою маслом. Все, и пусть это там благополучно все сохнет, потому что у меня прогноз на 2 дня вперед дожди. Ибо нафига мне это надо, чтобы у меня под дождем свежее масло стояло. Там все высохнет, аккуратненько достану, и здесь все это дело уже соберу. Свободен. Короче, я как знал. И прикрутил всего на 3 саморезика. Да, на 3. Поэтому снимаю и тащим в дом. Завтра уже всем этим делом займусь. Ты принес? Молодец. Отдашь? Дашь? Отдай! Отдай! Отдай, говорю. Ну, даже без саморезов неплохо стоит. Принести придется обратно все это тоже. Че, почему стоим? 3 самореза. Да 3, не больше. Че, прям впаялось, что ли? Ага. Уже приклеилось. Также принесу и обратно установлю. Потому что потом здесь уже будет 1, 2, 3, еще 4 ступеньки. И я уже это дело не подниму. Поэтому вот так вот и пошел. Ну что делать? О, смотри, вот. Ага. А вот это интереснее. А вот это точно интереснее. Наверняка. Ну неси сюда. Давай. Молодец, молодец. Ой. Заносим. Ну что же, я его не заказывал, но прогноз есть прогноз. Дождик все же идет. Все же идет, все же он пошел. Ничего страшного. О, Хасанчик, ты решил выйти все-таки? Пес очень не любит дождь. Ворвался. Все. Пса накормил, двери закрыл. Готов трудиться. Сделать уже надо эту лесенку. Ой, в доме хорошо. Дождик подливает. Угу. Да, все отлично. Ну что, размещаемся прям по центру комнаты. Телевизора, к сожалению, нет, музыки тоже не будет. Но музыка у меня будет своя в виде шлифмашинки, циркулярочки и фрезера. Фрезером хочу вот такую аккуратненькую кромочку полукруглую снять с лицевой части, там непосредственно, где будет становиться нога, чтобы не снести острый угол ступеньки ногой. Ну, все,
принципе, приступаем. Что, уже так много всего наговорил. А вот и новый день. Дождика сегодня нет, хоть и обещался. Вчера все доделал и даже успел покрыть нижние части ступенек и самой, типа лестницы, каркаса, покрыть маслом. Да, подснять не удалось, потому что очень сильно набежали тучи, прям капец, и тут стало так темно. Ну как, моему-то глазу, в принципе, было достаточно удобно, но я взглянул в экран камеры и понял, что типа нафига вам снимать вот этот бой с тенью непонятный, да. В общем, вот, сейчас светло, хорошо, сейчас все это дело переверну и покрою маслицем. Короче, я очень рад, доволен тем, что действительно все-таки не поленился и шлифанул все эти доски. В любом случае, мне так или иначе надо было это сделать. Нафига мне вот эта шерсть, стоящая на доске, на ступеньке непосредственно. Босиком, конечно, никто не собирается здесь ходить по этим ступенькам, но все же. Они гладенькие, хорошенькие, но масло как в сухую землю. Прям улетает, да. Все нормально, но зато будет защита отличная. Верхнюю часть, естественно, что самой лестницы, то есть, опять же повторюсь, каркаса ее и ступенек сверху я покрою на 2 раза обязательно, если не на 3. Короче, нормально. Начинаем, приступаем и, скорее всего, все так же подетально я все это вынесу, иначе это все будет очень тяжело тащить до законного места.
что? Вот и лестница. Ханзик, ты счастлив? Теперь тебе не нужно прыгать. Что ты делаешь вид, что тебя это не касается? Он так всегда делает, когда к нему обращаешься. Лестница очень классно получилась. Мне все очень нравится. Я переживал за центральную перекладину, что будет как будто бы мягко. Нифига, здесь прям конкретная скала. Не трясется, не дрожит, ничего вообще. То есть прям очень-очень здорово все получилось. То есть здесь, грубо говоря, каждый пролет, у меня общее 2,5 метра. Ну, грубо говоря, по 1200 у меня вот 2 пролета вышли. То есть, ну, по 50 вот эти вот все убираем. Доски имеется в виду. И вполне себе очень классно держит. Единственное, что здесь очень четко, ясно видно, что вот эта поверхность такая глинцеватая, а здесь конкретно матовая. Потому что все-таки сосна очень пористая, отшлифована очень крупно. Вот так вот вам покажу. Ну, это, я думаю, и так видно, и понятно. И вот, кстати, снова, вот она, прям сравнение. Лиственница та же самая, да, я сделал вот такое крепление к стене. Вот. Это глянец, это мат. На 2 слоя покрыто. Все торцы на 2 слоя. То есть там изнутри все перекрыто. Абсолютно вся верхняя часть на 2 слоя покрыта. И я сделаю еще 3-й слой обязательно. Потому что... ну и, кстати, да, вот здесь вот будет такая же вставочка, как и с той стороны плашка. Вот это место будет закрыто, не переживаем. Ханза точно не переживает, ему все нравится. И опять делает вид, что это не к нему обращение. Ну вот, все здорово, все классно. Вот это расстояние по высоте, имеется в виду, вообще вполне себе стандартное получилось. Я сейчас покажу. Вот так вот ботинок ставим. Ну и вы видите, то есть высота вообще буквально. Раз, два. Все, тут запрыгнуть 2 секунды. А здесь еще меньше, меньше и меньше каждый раз идет. Почему такой разбег сделал? Зачем такой огромный вылет? Ну, скажем так, это на будущее. Задел на будущее. Лет мне уже, скажем, немало. И мне будет очень-очень классно и удобно подниматься вот по такой пологой лесенке. Конечно, прикол, но тем не менее. Приколы приколами. Ну, все как есть, говорю. Можно по одной ступеньке ходить, а можно через 2. То есть с пола сразу сюда, сюда и выход. Вообще идеально, то есть что в одну, что в другую сторону можно ходить через одну, либо по каждой ступеньке. Ну, круто. Все, надо переходить к большой лестнице. Сейчас вот у меня вроде как есть несколько дней хороших. Но сегодня уже поздно. Не стану начинать, но все же. Вот. И когда уже буду делать большую лестницу, здесь обязательно покрою на 3-й раз. Ну и там тоже будет на 3 раза все это дело покрыто. Обязательно. Зачем 3-й раз? Затем, чтобы еще лучше все это дело закрыть. Ну и прикрыть вот эти вот моментики с саморезами. Да, там, где утопил, приоткрыл дощечку. Нормально. Мне все очень нравится.
Ну что, народ, пора подводить итог. Кстати, с предыдущего эпизода, что вы видели по изготовлению вот этой лестницы, прошло 3 недели. У нас уже конкретная осень. Все березы осыпались, листья прям аж до сюда долетают. Ну, они, в принципе, везде всегда разлетаются повсюду. Вот. Угу. Как обычно, да? На своем месте. То в теньке, то на солнышке. Ну что, вот так вот все это у меня выглядит. Вот так вот все это у меня работает. Что хочется сказать. Бубнит ли? Не знаю. Возможно. Вибрирует. Эта конкретно лестница вообще идеально вышла. Просто имеется в виду по своей дубовости. Потому что, как вы понимаете, доска здесь все же, да, 50 на 150, у кого на 200, 50 на 200. Огромные доски, пролет 2,5 метра. С одной тетивой держит идеально. Имеется в виду центральной балкой с прорезями. Здесь таких две штуки. И длина лестницы составила аж 4 метра. Имеется в виду по длине непосредственно самой тетивы, да, балки, тетивы, не знаю уж как правильно сказать. Ну, в общем, выглядит таким вот образом. Здесь доработал немножечко, установил вот такую вот, скажем, накладку. Саморезики пока торчат, масло у меня кончилось под 0. Полностью, вообще, абсолютно закончилось все, поэтому ничего замазать у меня не вышло. Ну, здесь-то, понятно, замазал, здесь я на второй слой еще прошел, а вот тут не удалось, да. Но это все будет в следующем году. Так же, как и в следующем году, я прочитал в последнем видео, в комментарии люди писали мне про торцы. Но не все понимают, конечно же, что такое торец доски, имеется в виду. Ну вот, предположим. Заходим сюда, смотрим. Ну, давайте, нет, под солнце встану вот в эту сторону. Торец – это вот эта часть. Вот эта часть называется пласть. А вот здесь кромка. Точно, правильно сказал. Так вот, торцы и пласть сверху и снизу у меня полностью обработаны маслом. А кромка нет. Потому что на кромку абсолютно не было времени никакого вообще на обработку, скажем, этой части доски. Поэтому в следующем году, в начале сезона, уже после зимы всех дел, я обязательно сделаю это кисточкой. То есть пробегусь по всем кромкам и еще на раз пройдусь полностью по всей палубе. Обязательно я это сделаю. В этом году я, к сожалению, уже не успеваю зашить кондиционер и зашить низ, полностью весь низ, про который я рассказывал, той самой рейкой, да. Почему не успеваю? Потому что есть еще несколько дел. У нас сегодня последний день лета, бабьего лета. Сегодня уже обещают нам морозы ночью, поэтому сегодня я пойду отключать воду, сливать со всех шлангов, все это везде убирать, удалять. Но не суть. Мне остается вот здесь рейка, зашивка кондиционера и навес. Навес, который я уже купил. Кстати, очень похож на цвет вот штанины моей. Да, и, кстати, сделано из того же самого материала. Навес будет из ткани Оксфорд. Это аналог американской кордуры. Да, то есть это такая прям хорошая, прям жесткая, износостойкая ткань. И, кстати, вроде как, ну, такая плюс-минус водонепроницаемая. Взял полностью на весь дом, имеется в виду во всю его длину, 8 метров навес и 4 метра длиной, шириной, чтобы он полностью закрывал у меня террасу непосредственно. И вот в этом месте здесь тоже будет накрыто, но я смогу этот угол отсоединять и убирать его в сторонку. Дерево я трогать не собираюсь. Скорее всего, мне вот здесь отдельную трубу придется ставить под все это дело. Ну, давайте без всего вот этого, это вы увидите все в следующем году уже. Да, потому что, повторюсь, я пока что со всем этим делом не успеваю. Мне нужно, необходимо еще пару дел сделать. И эти видео, кстати, уже на подходе. Вы обязательно их увидите. То есть, как вы понимаете, мы с вами на этом не прощаемся вообще никак. Потому что дел еще много. И я как бы, да, готов все это дело снимать и показывать вам. И даже вроде как есть вероятность,
что переберемся. Ну, как переберемся? Мы с вами переберемся в дом. Немножечко потрудиться. Да, вроде как будем утеплять, пароизолировать и так далее, и так далее, и так далее. Да, и вроде бы, наверное, скорее всего, я даже буду ходить в душ этой зимой. Очень хочется в это верить. Должно все получиться. Все будет хорошо.